Всем привет, дорогие друзья! В данном ролике я хотел бы вам показать, как я своими руками сделал вот такую отличную подпорную стену. Она сделана с бетона. Вот. Длина ее составляет порядка 8 метров. Значит, с чего все начиналось? Подпорную стену я делал для того, потому что у меня слишком рядом дом стоит, а на данном участке я хотел сделать парковку. Изначально земли было вот по этот уровень. Выемку грунта я делал вручную. Значит, после того, как я убрал весь грунт, приступил к бурению свай. Значит, забурил я сваи. Дальше, после того, как я забурил сваи, подготовил изначально каркасы. Каркасы свай у меня были сделаны из 14 арматуры. Далее, после того, как я забурил и забетонил сами сваи, я сделал подготовку подбетонного основания. То есть выкопал полностью весь данный участок и залил 100 миллиметров бетона до той стороны. После того, как я сделал подбетонное основание, я подготовил щитовую опалубку. Делал ее просто с досок и сверху досок пришурупливал ЦСП. Для чего я прикрутил ЦСП? Чтобы более-менее была гладкая поверхность. То есть она мне, я считаю, что получилась достаточно хорошая. Нету швов, стыков слишком больших, и она получилась довольно-таки прямая. После изготовления щитовой опалубки выставил одну сторону опалубки с этой стороны, одну сторону с этой стороны. Естественно, я здесь выполнил армировку. То есть между сваями я сделал дополнительное армирование, также с 12 и 14 арматур, в общем, какая была. Далее, после того, как я завершил армирование, я установил еще одну щитовую опалубку по данной стороне. Чтобы это все, вся конструкция не упала, я сделал укосины, поддерживающие укосины, чтобы у меня при заливке бетона не получилось так, чтобы как у некоторых получается, вываливается опалубка и бетон уходит в никуда. Высота подпорной стены у меня составила ровно 1 метр. Здесь я сделал специальный такой отступ в виде бордюрчика, чтобы, если что, вода скатывалась. У меня сейчас слив воды идет на улицу просто. Бетоном я заливал марки 300. Мне, естественно, для бетонирования пока помогали люди, потому что одному такой участок было не залить. Естественно, я брал в аренду вибратор, чтобы это все провибрировать, чтобы не было пустот. Я считаю, что получилось достаточно все красиво, хорошо. Данная стенка у меня уже служит, порядка 3 лет. Ничего с ней не произошло. Свою функцию она выполняет. Не появилось никаких трещин. По моему мнению, получилось достаточно все красиво и хорошо. И самое главное, качественно. После того, как я залил все бетоном, прошло дня 2, и я просто демонтировал данную опалубку. Почему, вы спросите? Оно у меня серого цвета, потому что я изначально покрасил фасадной краской, предварительно загрунтовав все стены. И не поверите, она все равно у меня облезла. Вот на данном видео вот видно. Почему она облезла, я до сих пор не понимаю. Вроде грунтовка была также фасадная, была плюсовая температура, все равно она облезла. В дальнейшем, как я отделаю, я хочу все это дело зашлифовать. Вот такие места зашлифовать. Это угол опалубки был. Хочу зашлифовать и просто... У меня есть крупноформатная плитка 60 на 60.
Я хочу все это дело полностью выложить с плиткой. И эту стену, и верх тоже. Я думаю, будет смотреться отлично. Покажу вам с другого ракурса парковку. Вот. Мы с женой здесь посадили такие хвойные растения. Выглядит все замечательно. Машина, кстати, я сюда паркуюсь без проблем. Ворота у меня вот распашные. Вот задом сюда заезжаешь, и проблем никаких нет. Что бы я, конечно, сделал по-другому. Но, возможно, я бы вот данную стену немного сделал бы поположе. То есть, чтобы машина лучше, конечно, заезжала. Потому что вот этот угол, ну, заезжать удобно, но все равно хочется, чтобы вот иногда вот он мешает. Поэтому делайте правильную разметку, когда будете размечать такую подпорную стену. На данном месте в будущем, конечно, я хочу себе сделать нормальную лестницу. Это лестница, конечно, временная. Вот. Я хочу, чтобы она была у меня какая-то подъемная. Вот. В данном углу она будет очень удобно. Задом сюда подъехал, вещи достал и спокойно забрался по лестнице.